Добрый день, дорогие друзья! Приветствую вас на канале Long Swim. Сегодня видео посвящено теме счастья. И в этом видео я расскажу, где найти счастье в колесе жизненного баланса. Те, кто смотрит это видео первый раз, устраивайтесь поудобнее, подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, пересылайте это видео друзьям и знакомым. На нашем YouTube-канале много собранного интересного про колесо жизненного баланса, про эффективность. И самое главное, здесь вы найдете ответы на вопрос, как найти единомышленников. Итак, очень часто задают вопрос, есть колесо жизненного баланса, оно регулирует баланс, оно помогает разобраться нам в различных жизненных ситуациях. И вопрос, который задают очень многие, не так часто, а где же счастье в колесе жизненного баланса, на этот вопрос я постараюсь сейчас ответить. Счастье в колесе жизненного баланса находится в сфере яркость жизни, оно граничит с отношениями, со сферой отношениями и со сферой духовного роста и творчества. В предыдущих видео про диагностику и анализ колеса жизненного баланса я уже вскользь упоминал тему счастья, то есть то состояние, которое мы испытываем, когда находимся наедине с самим собой. И счастье нельзя трактовать в привязке к какому-либо человеку. Счастье, оно присутствует в жизни каждого человека, и оно не обязательно связано с любимым человеком. Ну, бывают и случаи, и очень хорошие. Кстати, о них можете написать в своих комментариях, как любимый человек влияет на ваше личное счастье. Итак, продолжим. Итак, яркость жизни – это восьмой сегмент. В яркости жизни можно и рассмотреть формулу счастья. Формула счастья заключается в том, что человек испытывает какое-то очень хорошее длительное состояние, когда все находится в том положении, как человек любит, то есть в его жизни присутствует очень много моментов, которых он любит, которые ему нравятся, которые приносят ему радость. Если мы рассматриваем колесо жизненного баланса и идем по часовой стрелке от яркости жизни, то элементы счастья идут от яркости жизни и вот так вот по часовой стрелке, и в отношениях и семья уже они раскрываются. Может ли человек быть счастлив самостоятельно, или может быть человек счастлив с другими? На этот ответ у нас есть четкая формулировка, то есть человек сам по себе в одиночку может быть вполне счастлив, он может испытывать вот эти вот приятные моменты. Биографии великих людей, которые достигли чего-то в этой жизни, показывают, что люди смогли раскрыться, помогая человечеству, оставив наследие очень большие богатства эстетические, культурные и прочее. И в колесе жизненного баланса, когда мы рассматриваем колесо жизненного баланса любимого человека, мы рассматриваем всегда со сферы яркости жизни, то есть мы заставляем вас применить все инструментарии для того, чтобы понять, а в каких моментах ваш любимый человек потенциально счастлив, и что вы можете сделать для этого человека, для его личного счастья. Вот давайте эту тему и разовьем. Представьте, у вас есть любимый человек, вы только-только начали с ним общаться, вы планируете, что у вас с этим человеком будет связано что-то совместное, далекое и ближнее будущее, вы прилагаете значительные усилия для того, чтобы он рядом с вами расцвел, почувствовал себя радостным, и в конце концов почувствовал себя счастливым человеком. А если вы будете рассматривать этого человека отдельно и поймете, что его интересует, в каких местах он хочет побывать, в каких местах отдыхает, где набирается сил, тогда вы уже человека начинаете понимать с другой стороны. Оказывается, для многих является откровением, что человек может быть счастлив сам по себе, сам по себе, в сферах, где он наполняется энергией, делая те дела, которые влияют на окружающую среду, на обществе. Оказывается, человек может быть любимый, счастлив в сфере духовного роста и творчества. Оказывается, у него есть тоже любимые увлечения, которые он давно практикует, и есть какие-то духовные практики, которые ему нравятся, есть духовные практики, которыми он хотел заняться, и оказывается, вы не фигурируете, и такое тоже бывает. И может быть такое, что
Человек очень легко раскрывается в карьере, у него удачный карьерный рост, он ценен среди коллег в том сегменте, где работает, и он может открыть собственный бизнес, и вы в нем можете не участвовать, и такое может быть, и здесь человек может быть счастлив. И в сфере денег прекрасно разбирается, имеет стабильный доход, имеет возможность руководить другими проектами, и здесь он тоже может быть счастлив, и не обязательно как бы с вами. Я, может быть, немножко нагнетаю вот эту обстановку как бы счастья, и вы, слушая мои аргументы, реально понимаете, что, оказывается, другой человек может быть счастлив без вас, а где же я, почему я должен раскрыться. Я вам это все рассказываю, потому что вы должны как бы понимать, что когда два счастливых человека встречаются друг с другом, это очень классно, и вот здесь вот ваше счастье как бы удваивается. Один счастливый человек открылся второму счастливому человеку, у вас появились совместные планы на ближайшее будущее, на далекое будущее, вы там решили, что вы хотите делать совместно. Вы решили, что многие вещи вы, оказывается, можете делать как бы отдельно друг от друга, при этом не теряя интерес друг к другу и не преуменьшая свое общее совместное счастье. Рассмотрим, кстати, следующие сферы. Сфера личностного роста. Ваш любимый человек, оказывается, прекрасно проходит обучение, какие-то посещает курсы, практикуми, набирается новых знаний, и тоже без вас, без вашего совета, без вашего нравоучительного там какого-то комплимента. Все ему выбирает сам оплачивает, получает дипломы, чувствует, что эти знания его каким-то образом раскрепощают, эти знания дарят ему радость, и вас тоже рядом нету. И в чем же счастье, да? Следующий сегмент здоровья и спорт. Человек занимается спортом самостоятельно, секции тренеров выбирает самостоятельно, режим тренировки выбирает самостоятельно, хотя у вас, наверное, прекрасный спортивный опыт за плечами, и вы можете тоже быть чем-то полезным, но человек не считает нужным прислушиваться к вашим советам, и это тоже можно назвать как бы счастьем, потому что колесо жизненного баланса, оно построено таким образом, что если его раскручивать как бы по часовой стрелке, как я вот предлагаю и вам как бы цитирую, то есть вы собираете те аргументы, по сути дела, это те факты, с которыми, наверное, нужно как бы согласиться, их нужно признать и уметь как бы этими фактами воспользоваться. Рассматриваем следующую сферу друзья и окружение. У вашего любимого человека, оказывается, есть свои друзья, свои ближайшие родственники, он не спешит с ними как бы знакомить, не спешить нужно представлять вас как бы в новом статусе, что вы уже в отношениях, что вы в дальнейшем там поженитесь, сыграете свадьбу и будете друг другу как бы верны. Это тоже счастье для человека, потому что это его самостоятельное решение, и в этом есть что-то такое хорошее, но вот вас в этой как бы сфере как бы нет, и вы немножко расстраиваетесь. Что делать, я в дальнейшем расскажу в видео. И вот мы наконец добрались до сферы отношения и семья, и вы задаете вопрос, вот можем ли мы быть счастливы, если мой любимый человек счастлив и без меня, и я как-то чувствую, что в каких-то сферах я готов поучаствовать, и в каких-то сферах чувствую, что мой опыт гораздо больше, моя экспертиза гораздо больше, давайте что-то подскажу и прочее. И вот здесь вот в этом моменте колесо жизненного баланса, все, что мы как бы вам рассказываем, и даст вам тот инструментарий для того, чтобы вы с любимым человеком попробовали что-то совместное, и это совместное будет гораздо больше иметь возможностей, дарит больше чувств, чем когда вы в отдельности. Итак, колесо жизненного баланса вот на нашем канале Long Swim, или назовем его колесо жизненного баланса Long Swim, оно оперирует как бы состояниями. То есть в любой сфере вы добиваетесь такого состояния, которое для вас является более комфортным, да? Оно для вас является более предсказуемым, и это состояние дает вам возможность действовать гораздо более эффективно, чем вы раньше как бы были. В нашем колесе жизненного баланса мы используем шкалу для диагностики состояния от 0 до 10. А в других методиках колеса жизненного баланса, их очень много, можете забить в поиск интернета там колесо жизненного баланса, вам будет достаточно информации, чтобы вы с ней ознакомились, поисследовали,
посмотрели, а потом вернулись как бы на наш канал, потому что на нашем канале там в десятки раз больше информации, она постоянно обновляется, здесь есть очень много практики, есть теория, и мы все, что новое и будет происходить в этой сфере, в сфере эффективности, в сфере взаимодействия, будем готовить специальные ролики и видео. Ну, я как бы сейчас продолжу. Вот шкала состояния от 0 до 10, она дает нам возможность для себя понять, какую стратегию выбрать. У нас 3 состояния. 0,4 – это нестабильное состояние, 4,8 – это стабильное состояние, и 8,10 – это очень стабильное состояние. Если мы хотим в отношениях, и у многих есть как бы искреннее желание как бы раскрыть себя с лучшей стороны, не совершать тех ошибок, которые были в предыдущих отношениях, у кого-то был богатый опыт семейной жизни, у кого-то это там 2 или 3 опыта не очень удачных в семейной жизни, но вы принимаете решение еще раз для человека открыться и попытаться сделать как бы какое-то совместное будущее. Наша стратегия говорит о том, что если вы будете находиться с вашим партнером в состоянии 0,4 очень нестабильными, у вас будет, конечно, очень много приятных переживаний, но это состояние, которое называется эмоциональные качели, и в эмоциональных качелях самое неприятное это то, что у вас будет очень много переживаний, но очень будет мало совместных действий. Если эти действия будут, то они будут как бы разноплановые. Здесь и последняя модная тема личных границ, то есть я буду вести свою прежнюю жизнь, с друзьями буду встречаться одна, или с друзьями буду встречаться один, тебя в это не буду посвящать, и как в данной ситуации как бы быть. В данной ситуации нужно исходить из того, что если вы встретитесь с человеком, с одной стороны это судьба, с другой стороны это ваше взаимное желание, но исходя из состояния 0,4, ваш партнер не хочет раскрывать как бы все карты, это сомнения, риски, которые он как бы видит в этих отношениях. Возможно, он хочет для себя понять, стоит ли дальше продолжать отношения, но состояние 0,4 это не то состояние, которое будет укреплять ваши отношения, как бы вы ни старались. Для того, чтобы ваши отношения укреплялись, чтобы вы нашли как бы свое счастье совместно с другим человеком, а это видео посвящено теме персонального счастья и счастья вместе с любимым человеком, вам нужно всеми способами перебраться в сегменте отношения семья в состояние 4,8. Состояние 4,8 вы признаете право человека на отдельную личную жизнь и предлагаете какие-то совместные вещи делать вместе, да, с той частотой, которая устраивает это вашего любимого человека, любимого партнера, давая ему возможность быть открытым или открытой, быть откровенной, честно говорить о том, что нравится или не нравится, и когда человек почувствует, что вместе с вами, окажется, можно быть интересным и знакомиться с кругом друзей там, своих или там, ее кругом друзей, это может быть не самый удачный опыт, но пройдя этот опыт знакомства с друзьями и знакомыми, вы поймете, ага, эти друзья и знакомые – это противоречия, они не будут способствовать вашей длительной дружбе или вашему счастью. Эти будут способствовать, эти заинтересованы, эти не заинтересованы. Вы как бы их проаранжируете и совместно как бы поймете, что, ну да, так в жизни бывает, не всегда вот. В жизни бывает так, что ваши друзья и знакомые поддерживают ваш выбор. И колесо жизненного баланса, теория его говорит о том, что если вы встречаетесь с друзьями и знакомыми в состоянии 0,4, любые противоречия будут вас отдалять друг от друга. А если встречаетесь с друзьями в состоянии 4,8, когда вы открыты, когда вы уже там вместе с друг другом отдыхаете, восстанавливаетесь, планируете какие-то совместные действия, то это больше шансов на то, чтобы всех своих друзей, знакомых, родственников отсегментировать, ну, по тем признакам, которые я уже сказал. Если мы дальше выстраиваем тему счастья, то вот здесь вот в первом, ну или во втором сегменте «Друзья и окружение» вы сталкиваетесь с темой противоречий. Эти противоречия, если мы идем дальше против часовой стрелки, в каждом сегменте будут нарастать как снежный ком. Если вы находитесь в состоянии 4-8, вы эти противоречия вместе с любимым человеком, любимой женщиной, любимым мужчиной будете преодолевать, да? То есть вам придется озвучить свои взгляды на жизнь. Вам в каждой конкретной ситуации нужно принять решение. Да, эта ситуация хорошая, нехорошая. Эта ситуация укрепляет ваши отношения или не укрепляет ваши отношения. Ну,
честно признались, то, что не укрепляет отношения, мы не будем делать. Все, что укрепляет отношения, да, будем это масштабировать. Это все прекрасно, это увеличивает наше доверие. Разбираем следующую сферу: здоровье и спорт. Конечно, часть спортивных занятий можно делать как бы совместно, часть лучше как бы делать раздельно, но если вы цените друг друга и отдаете себе отчет, что ваш любимый человек пришел в вашу жизнь и можно просто пойти навстречу, и какой-то вид спорта для вас может быть просто совместным. Или можно пойти вдвоем в новый вид спорта, которым вы никогда не занимались, и пускай это будет ваш совместный спорт, совместно, где вы будете от стадии новичков переходить к стадии продвинутых пользователей, профессионалов. Наш всегда совет: выбирайте вид спорта, где есть очень хороший, продвинутый как бы тренер с реальными результатами. Он сразу даст вам хороший рывок, даст вам хорошую мотивацию, вы сразу почувствуете его уровень, и вы же пришли к тренеру для того, чтобы укрепить свое здоровье и развить как бы свои навыки. Вот два основных мотива. Первое — укрепить здоровье, потому что любой тренер видит в вас потенциал, ваши способности к этому виду спорта, и наверняка на уровень выше среднего у нас выведет за более короткое время, чем другой тренер, который не так видит в вас мотивацию. Следующая сфера — это сфера личностного роста. Здесь тоже нужно с любимым человеком как бы для себя принять решение, какой вид обучения вам интересен для совместного обучения, а какой вид обучения все-таки лучше проходить как бы отдельно. Всегда, когда вы преследуете тему счастья, вам нужно честно отвечать для себя на вопрос: я с этим человеком хочу быть в этом сегменте счастлив, делая совместные действия, что у меня из этого получается. Практика нужна, не теория, а давай не будем это делать, давай не будем портить праздник, давай не будем портить эти идеальные отношения. Наоборот, нужно выходить из зоны комфорта, пробовать какие-то вещи, получите опыт, посчитайте, что это как бы не укрепляет отношения, больше так не делайте. Но в каждом из этих сегменте у вас должно быть что-то как бы совместное. Совместные лекторы, которые вам нравятся, совместные тренера, которые вам интересны, чем опыт ваши интересны. Либо вы просто выбираете тот вид обучения, который расширяет ваш кругозор. Дальше, сфера денег. Самая-самая классная тема, в которой очень много противоречий, но там, где много противоречий, там всегда есть точка согласия, точка консенсуса. Итак, у нас отношения и семья, по диагонали как бы деньги. Первое: каждый из вас имеет свой доход. У кого-то доход сейчас больше, у кого-то больше, но всегда любимый человек должен в своем партнере видеть потенциал, то есть его зону роста. И если он видит эту зону роста, ему нужно как бы найти в себе силы и желание как бы помочь человеку реализоваться. Если у него ваш любимый человек, партнер, не принимает эту помощь, вам для себя нужно как бы проговорить, что человек любимый от вас не принимает. Деньги — это та лакмусовая бумажка, где вы можете, если этот этап вы преодолеете совместно, в вашей жизни все прекрасно будет и кайфово. Почему? Потому что вы как пара укрепляетесь, когда вы совместно преодолеваете противоречия, даже в такой тонкой сфере, как деньги. В деньгах, я уже как бы говорил, состояние 4-8 – это когда вам нужно совместно с другом принять решение, как вы будете себя рекламировать, как эксперта, как классного специалиста. Вы попробуйте себя за пределами сферы своей компетенции профессиональной. Может, вы как организатор человек как бы хороший, всегда себя рекламируете. Всегда найдется заказчик, который заинтересуется именно вашим опытом, вашими знаниями, и он скажет: ребята, где же вы раньше были, почему я вас раньше не видел. Переходим от сферы денег в сферу карьеры и бизнеса. В сфере карьеры и бизнеса может получиться так, что у вас с любимым человеком разные сферы профессионального приложения, но если мы рассмотрим состояние 8-10 в сегменте карьера и бизнес, кстати, этого нет ни в одной другой методике колеса жизненного баланса. Кстати, если кто-то найдет что-то интересное, пожалуйста, напишите в комментариях. В нашей системе колеса жизненного баланса состояние 8-10 в карьере и бизнесе – это создание собственного бизнеса. Что такое создание собственного бизнеса? Это вы сами выбираете тот сегмент, ту норму прибыли, которую вы хотите, ищете пути его реализации,
наше пожелание всегда: общайтесь с экспертами, не скажут, с чего начать, как сделать правильные шаги. Если вы понимаете, что вы сферу нового бизнеса там для себя поняли, как она выглядит, там есть эксперты, которые вам честно скажут, чего можно достичь и за какой период это его можно достичь. И следующий момент, самый главный, когда вы идете к собственному бизнесу, всегда ищите единомышленников. Именно единомышленники протянут вам руку помощи. Чаще всего это вот эксперты в этой отрасли, которые имеют уже как бы опыт преодоления препятствий и опыт создания собственного бизнеса. Они всегда оценят ваши усилия, ну, потому что эти усилия для новичка тяжелые, а для них, для экспертов, уже пройден этап. Они поддержат вас, ну, советом в пределах там, как они посчитают нужным. Если вы найдете взаимодействие, они могут стать вашими наставниками, но всегда это дает какой-то новый толчок, новый взгляд на жизнь. Итак, рассматриваем сферу духовного роста и творчества. Где здесь счастье, как его можно здесь построить. Вот здесь вот сферы, которые соответствуют яркости жизни и духовного роста, они как бы имеют общую сторону соприкосновения. С одной стороны, это очень большие противоречия, потому что это очень тонкая модель, там, собственное хобби, собственные духовные ценности. С другой стороны, это сфера, где есть очень много общего. Почему? Потому что творчество, хобби, всегда можно начать новое хобби, можно попробовать то хобби, которым занимается как бы ваш любимый партнер, любимая женщина, любимый как бы мужчина. Всегда есть какие-то общие духовные ценности, которые можно как бы принять и рассмотреть, увеличить свой кругозор. И в духовном росте и творчестве самое главное — это регулярность. То есть с какой регулярностью вы выделяете время для того, чтобы заняться творчеством и духовным ростом. Не стоит как бы забывать, что у нас сфера физического здоровья и спорта, она по диагонали имеет, ну, как бы, то есть нужно развиваться и физически, и духовно. Если вы развиваетесь как бы духовно, вы всегда ту энергетику, которую дает вам физическое тело, будете применять, ну, к целям, которые вы поставите. Почему? Потому что здесь является сила и энергия, а в духовном росте появляется как бы точка приложения ваших сил. Яркость жизни, пройдя вот эти вот все сегменты против часовой стрелки, с одной стороны, вы набираете противоречия. Почему я настоятельно рекомендую сначала изучить себя, то, что вы любите, то есть ваш уровень счастья. Да? Мы изучаем себя против часовой стрелки. Когда мы изучаем любимого человека, мы все, что он любит, из чего состоит его счастье, да, мы изучаем по часовой стрелке. Когда вы сделаете эти два анализа, кстати, задавали такой вопрос: а сколько времени нужно для того, чтобы изучить человека? Вот если вы человека любимого хотите изучить для счастья, вам минимум понадобится неделя. То есть примерно 3 дня вы разбираете вашего любимого человека. То есть первый день — это диагностика, я говорил, не делайте диагностику и анализ в один и тот же день, потому что, ну, что-то можете сделать на эмоциях, что-то можете упустить или не сможете сконцентрироваться. Когда вы сконцентрируетесь на диагностике, вы достаточно точно идентифицируете: вот это вот присуще моему любимому человеку, любимому мужчине или любимой женщине, а это не присуще. А на второй день, когда вы делаете диагностику, вы уже начинаете вынимать из вашей памяти детали, из ваших наблюдений. Вот, на мой взгляд, это вот моему любимому человеку приносит радость, это не приносит. И третий день — это всегда планирование действий. Да? Вот в третий день можно встретиться с любимым человеком, там, показать плод своих исследований и сказать: вот правильно я тебя понял, вот это тебя радует, это тебя не радует. А расскажи, что тебя радует. Не факт, что вы получите откровенный ответ. Иногда будьте готовы к тому, что вы получите достаточно отрицательный результат. То есть любимый человек скажет: как ты меня исследуешь, я тебе давал согласие или не давал, согласие или не давал. Но это надо принять, объяснить искренне своих намерений. Ну и любой разговор — это всегда путь к взаимопониманию. Если у вас есть то, что вас объединяет, это вас будет укреплять ваши отношения. Если вы поймете, что вы разные, вы всегда найдете себе аргументы преодолеть эти разногласия. Понемногу, по чуть-чуть, в стиле slow living. Кстати, видео есть такое у нас в плейлисте.
Итак, за следующие 3 дня мы изучаем себя против часовой стрелки. Вот самое главное, не забыть последовательность. Сначала нужно изучить, в чем счастье другого человека, потом, когда вы изучили своего человека, так сказать, потренировались, вошли в тонус, тогда изучайте себя. А что вас радует в каждой сфере? В чем вы видите противоречия, что, на ваш взгляд, укрепляет отношения, а что, какие действия не укрепляют отношения. И когда вы все это как бы сложили, опять тратим 3 дня, на 3-й день приходим к любимому человеку и говорите: вот послушай мой рассказ, вот, я твой близкий человек, надеюсь, как бы очень-очень любимый, надеюсь, что очень-очень единственный или единственная, любимая и так далее. Вот я хочу поделиться своим видом на счастье. И когда вы поделитесь своими моментами, попросите вашего любимого человека, чтобы он рассказал, какой у него вид на счастье, как он видит счастье со стороны, и вы поймете, что вот этот вот непростой разговор на тему счастья дает вам темы для размышления. Безусловно, вы выясните очень много как бы противоречий, которые вы раньше не озвучивали, но озвученные противоречия – это уже 50% решения этой проблемы или решения этой ситуации. Почему? Потому что находясь в состоянии 4-8, вы планируете какие-то действия, чтобы у вас, допустим, на начало года было 50 противоречий, ну, где вы не можете найти общий язык, а с каждым месяцем у вас там 3 противоречия решаются. То есть вы постепенно приходите к какому-то компромиссу или к принятию этой позиции. А следующий вопрос, который задавали: стоит ли все противоречия как бы решать? Я отвечаю: не стоит. Почему? Потому что если вы продвинутый пользователь колеса жизненного баланса, вы это сделаете легко и без травмы для близкого человека. Если вы не продвинутый пользователь колеса жизненного баланса, не стоит этим увлекаться. Просто заявите о своем намерении, что вы хотите это противоречие преодолеть. Можете озвучить, что эти противоречия для вас являются очень-очень как бы сильным и имеют какой-то достаточно сильный аргумент или большую значимость. По реакции вашего человека вы должны как бы понять, хочет ли он эту ситуацию решать в ближайшее время или хочет эту ситуацию отложить до лучших времен, когда у него будет хорошее настроение или когда звезды сойдутся. Ну, человек тоже должен быть готов к развитию этой ситуации. О чем говорит теория колеса жизненного баланса? Теория колеса жизненного баланса говорит о том, что прежде всего вы должны быть счастливы сами. То есть в каждой из этих сфер можете выбрать себе какой-то параметр, который говорит о том, что, достигнув этой цели, вы станете более счастливым человеком или стабильно счастливым человеком. И когда вы будете более счастливым человеком, то вы поймете, что ваше счастье вы можете разделить с любимым человеком, потому что вы ему доверяете свои положительные эмоции. И не обязательно этот человек должен как бы делиться своим счастьем. Да, такое тоже может как бы быть. Очень классная ситуация, когда человек разделяет ваше счастье, становится таким же взаимным, ну и так далее. Изучайте, пожалуйста, колесо жизненного баланса, делитесь своей практикой, потому что практика – это не теория, это ваша эффективность. Возможно, вы найдете какие-то эффективные способы стать счастливыми за короткий промежуток времени. Возможно, вы найдете какой-то прием или инструментарий, как быть счастливым там, за короткий период времени. Давайте эту тему обсудим, пишите в комментариях. Я в этом видео постарался вкратце раскрыть тему счастья в колесе жизненного баланса, и я инициирую какую-то дискуссию. Пожалуйста, пересылайте это видео друзьям и знакомым. Подписывайтесь на наш канал. Всем желаю счастья и прекрасного настроения. В вашей жизни все получится. Я в вас верю.